Следующая часть испытаний – это проверка драйверов и колонки на станции. Первый график – это проверка импеданса мидвуфера, как он себя ведет, в принципе, во всем диапазоне частот. Видно, что никаких резонансов явных нет. Причем этот график не прилизан, вот как он есть, так он есть. Потому что многие для того, чтобы показать красивый график, выравнивают его, есть такая функция, да, там, и все получается очень-очень красиво. Здесь вот как оно есть, так оно есть. Следующее – это испытание двух драйверов вместе. Стратегия динамического баланса, она говорит о том, что вот два динамика, не только два динамика, вся система должна вот соответствовать друг другу. Поэтому не было никаких сомнений, что будет использовать в качестве мидвуфера два одинаковых динамика. В принципе, здесь как раз все это и показано, что абсолютная полная совместимость. Все очень чистенько. Два динамика идеально будут работать вместе. Следующий график. Это я хотел как раз здесь показать, насколько теоретическая модель соответствует практически. Значит, первое измерение, это пятый график, это практические измерения, красные. Станция, естественно, просчитала полностью параметры динамика, и затем она отрисовала уже зеленым цветом теоретическую вот модель. То есть, как это вот должно быть чисто быть в теории. В данном случае здесь полная совместимость теоретической модели и практической. Это практически 10 из 10. Вот улучшить я даже не знаю, что можно. То есть идеально, абсолютно собран динамик. Это говорит о качестве материалов и качестве сборки, потому что любые отклонения, они будут видны сразу. На что здесь еще можно обратить внимание? Это низкая масса подвижной системы, 16 небольшим грамм, да? То есть прекрасный динамик должен отработать и в низкочастотной части, и в среднечастотной. Это достаточно высокая чувствительность под 90. Это импеданс средний где-то порядка 8 Ом, чуть-чуть даже может повыше. Это очень низкая электрическая добротность, которая в основном складывается из электрической, общая добротность, она складывается из двух частей, электрическая и механическая, но основной фактор здесь это, конечно, электрическая добротность низкая. То есть тормоза здесь будут прекрасно работать, если у вас стоит усилитель с хорошим демпинг-фактором, а это, как правило, хороший токовый усилитель. То есть будет динамик останавливаться просто как вкопанный на месте. Удар барабана, мгновенная остановка, то есть четкий будет бас. Если будете использовать нормальный, хороший токовый усилитель. Да, кто-то может сказать, а как же, вот колонка стоит вот столько, а усилитель нужен в 2 раза. Но вот по этим параметрам, честно говоря, эта вот колонка должна стоить в 3 раза дороже. То есть вот для того, чтобы потенциал, можно, конечно, использовать и любой другой усилитель, но если хотите снять с колонки все, то есть выжать потенциал системы, надо использовать, конечно, хороший токовый усилитель. Значит, следующее – это проверка импеданса высокочастотного динамика. Вот о чем говорили инженеры по УК-аудио, ну, в принципе, то и есть. Измерение удалось сделать со 2-го раза, то есть пришлось изменить методику измерения, потому что первый раз станция показала, что резонанс у динамика отсутствует, и, пожалуйста, измените, там, поменяйте технологию измерения. Ну вот после другой модели получилось, да, вот зеленый график, это теоретическая модель. Что мы здесь видим? Нет выраженного яркого резонанса, очень низкий он, в пределах 1070 Гц. Это очень низкая добротность. Вот это как раз они и хотели. То есть динамик будет иметь хороший отклик, будет мгновенно останавливаться, да, за счет низкой добротности. Но с другой стороны, я хотел бы обратить внимание на то, что общая добротность низкая складывается из двух частей, электрической и механической. Так вот здесь электрическая добротность оказалась выше, чем механическая. О чем это говорит? Говорит о том, что использовать второй усилитель только для твиттера, но не имеет никакого смысла. А вот использовать отдельный кабель на биваринг, вот это имеет полнейший смысл, потому что твиттер очень хороший,
и ему нужен специальный провод для передачи высоких частот, нужен другой кабель. Это не один и тот же кабель, который должен быть для низких частот. Поэтому это надо учесть. Следующий график, он показывает, как работает кроссовер. То есть подсоединяется станция к каждому драйверу поочередно, и станция отрисовывает вот такой график. Что он показывает? Он показывает, что здесь использованы кроссоверы первого порядка как для нижнего динамика, потому что сказать, кто из них мидвуфер, а кто вуфер, достаточно сложно. Ну, конечно, вот верхний динамик, он подрезан чуть-чуть повыше, но вот частота среза видно по уровню 3, это минус 3, это где-то 400 Гц, это нижний динамик, ну и верхний где-то 550, да, там где-то в этом примерно диапазоне. Точкой пересечения 2500 Гц. Вторая точка это 1800-1900 Гц. То есть на самом деле сделать вот такой вот кроссовер и выстроить динамики вот таким образом, чтобы не было каши, но это достаточно сложно, потому что два кроссовера первого порядка, кроссовер на высокочастотный динамик второго порядка. То есть это идеальное решение для звука, то есть минимальные фазовые искажения, очень чистый звук. Но сделать такой кроссовер можно исключительно тогда, когда очень хороший драйвер, когда рассчитана вся система именно целиком, то есть она работает как одно целое. Вот это как раз график и показывает. Там можно, конечно, рассказывать одно, другое, третье, но вот график – это вещь, которая сразу говорит, как работает колонка. Следующее – это измерение импеданса раздельно на низкочастотном звене и на высокочастотном звене. То есть перемычка была удалена и идет измерение. Первое измерение – это вот звено вуфера. Второе измерение – это звено твиттера. Да, здесь тоже видно, как и в первом случае, что импеданс падает ниже 4 Ом, но вот в диапазоне 5-7 кГц ровным счетом проблем нет никаких. Многие электростаты вообще падают на высоких частотах, там сопротивление до 1 Ома. И ничего, все нормально, все хорошо. Вот два графика как бы вместе. Это без перемычки. Значит, ну да, если посмотреть вот с левой части, там тоже вот достаточно большой диапазон. Вот там, где идет мид-бас, нижняя середина, в районе 4 Ом. Вот я бы, конечно, все-таки взял токовый усилитель. Не только из-за этого, а из-за того, что драйверы стоят с очень низкой добротностью. И эффективность работы будет именно достигаться усилителем. И вот сейчас интересно еще один график. Это с перемычкой. Вот реактивные цепи достаточно интересно, да, могут работать. Обычно в зоне соединения там может провалиться импеданс, а здесь он наоборот больше. То есть с перемычкой на 1500 Гц импеданс будет выше. А зато вот внизу никакого изменения нет. Там, где вот 150, 400, 100 Гц, никакого нет изменения. Часто, когда очень много деталей в кроссовере, при параллельном соединении он может провалиться импеданс на 1,5-2 Ома. Тогда абсолютно точно надо говорить, что биампинг – это нормальное лекарство, то есть можно вылечить. Здесь абсолютно бессмыслица ставить второй усилитель. Да, можно, конечно, там поставить, но смысла здесь нет. Лучше, опять-таки, вместо второго усилителя взять нормальный токовый усилитель и использовать разные провода. Вот тогда будет разница слышна, тогда будет все супер. Следующее – это измерение отдачи твиттера на оси и под некоторым углом. То есть станция способна работать в помещении очень точно, потому что есть режим стробирования, то есть измеряется сигнал тогда, когда он должен подойти к головке микрофона. Значит, первое измерение – это прямо на оси динамика. Да, есть некоторый подъем, но вот смотрим, что дальше. Значит, второе измерение – это порядка 20 градусов, колонка повернута от слушателя. И третье – 30 градусов. Ну, что я могу здесь сказать? Что обычно человек так он и слушает. Если, предположим, расстояние между колонками там 3 метра, вы от колонок находитесь в центре, ну, примерно те же самые 3 метра,
то для того, чтобы было абсолютно линейкое, их прямо даже ставить не надо, их надо повернуть вовнутрь 15-20 градусов. Ну вот можно под себя, под кабели, которые у вас есть, четко отрегулировать высокие частоты. То есть это делается не с помощью ручек эквалайзера, а доворотом колонки буквально в 5-10 градусов, не больше. И можно все выстроить идеально. Следующее – это измерение амплитудно-частотной характеристики, да, на оси. Точнее, здесь не так. Здесь колонки были повернуты под углом 15-20 градусов. И уже измерение амплитудно-частотной характеристики в полном диапазоне частот. Но вот для такой цены, на самом деле, это образцовый показатель. Ну, где-то очень похоже, да, вот то, что измеряли другие специалисты, очень все похоже. Поэтому похоже все это на правду, поэтому, ну, и ушами слышно, что все звучит очень интересно. Ну, собственно говоря, вот, наверное, по измерениям и все. Ну и последнее остается это сделать выводы о системе, акустической системе Polk Audio Signature S55. Это будет в заключительной последней части программы. Ну и заключение. Компания Polk Audio доказала, что можно сделать отличную акустику за умеренные деньги. Примером тому служит акустика Polk Audio Signature S55. Слушайте, наслаждайтесь звуком. И до скорой встречи. Подписывайтесь на канал. Через неделю увидимся.